Здравствуйте, меня зовут Евгений. Сейчас мы с вами пройдем медитативную практику по очищению родовой кармы. Делать мы это будем с помощью восполнения и восстановления родовой энергии по материнской и по отцовской линии. Давайте немного подготовимся перед нашим небольшим путешествием. Сделайте спокойный, глубокий вдох носом. Задержите на высоте вдоха дыхание на 5 секунд. Сделайте спокойный выдох носом, не торопясь, полностью опустошая свои легкие от воздуха. Снова сделайте полный вдох. И снова на высоте вдоха задержите дыхание на 5 секунд. Сделайте спокойный выдох. И еще один раз. Полный вдох животом и грудью. Задержитесь вверху на 5 секунд. И сделайте спокойный, плавный выдох. Ощутите, как по телу протекает тепло, легкость и свобода. Очищение родовой кармы мы начнем с того, что нам нужно восполнить с вами дефицит энергии, который мог возникнуть в этой жизни, в предыдущих жизнях, конкретно который мог произойти с вами, либо с вашими родовыми силами. Восполняя этот поток энергии, вы закрываете бреши в тех самых незавершенных процессах, которые могли произойти в любой момент от вашего начала происхождения до сегодняшнего дня. Незавершенные процессы формируются в кармические узлы, которые в дальнейшем создают определенные непредвиденные задачи и ситуации в вашей жизни, которые вы никак не можете решить. Восполнив ресурс, вы сможете разобраться как со своими предстоящими целями и задачами, так и помочь всему вашему роду сделать это для того, чтобы вы максимально развивались и эволюционировали. Очень много родовой энергии располагается в 6-м энергослое человека, в той самой 6-й матрешке, которая задает энергию интуиции и в которой очень много содержится информации о родовых силах и вашей родовой энергии. Если ориентироваться на чакры, то это 6-я чакра, которая располагается в межбровном промежутке, там, где располагается 3-й глаз. Цвет этой чакры, этого энергослоя и этой энергии может быть различный. Традиционно это энергия синего глубокого цвета. Поэтому сейчас
Представьте, как у вас в межбровном промежутке начинает формироваться плотная синяя точка, которая постепенно становится все шире и больше. Она растекается на лицо, она выходит за пределы тела, она покрывает полностью синим цветом вас, затем ваше пространство, затем всю вашу комнату и бесконечно широко исходит от вас и заполняет все пространство, которое вы можете видеть. Ощутите вокруг себя синий цвет. Это энергия шестого энергослоя. Заполняя синей энергией все вокруг себя, вы постепенно погружаетесь в энергии родовых слоев. Немного подготовившись, давайте отправимся на поиски кармических задач по отцовской и материнской линиям. Чтобы понять это, поднимите правую руку и положите себе на правое плечо. После этого поднимите левую руку, положите его себе на левое плечо. Телесным прикосновением руки к плечу почувствуйте, где сейчас какой руке комфортнее находиться. Правой руке на вашем плече правом, либо левой руке на вашем левом плече. Оставьте ту руку, касание которой вызывает у вас больше комфорта и удовлетворения. А теперь представьте, как из левого плеча вертикально вверх вырастает столб белой чистой энергии. Просто представьте, как этот столб уходит вверх, в бесконечность, где не видно его конца и края. Поднимайтесь вверх взглядом по этому столбу и отмечайте его чистоту, ровность и гладкость. По пути поднятия взора по этому столбу обратите внимание на то, что в каком-то из участков этого столба будут неровности, шероховатости, возможно, темные пятна, возможно, с одной из сторон весь столб будет не белым, а черным, зеленым, красным, любым другим цветом. Наполненное пространство вокруг вас синего цвета и белый столб энергии, выходящий из правого либо левого плеча, создадут вам картину предстоящей коррекции по возврату родовой энергии. Все эти неровности, темности и шероховатости по чистому белому столбу и есть те самые кармические родовые задачи.
Вы можете не знать конкретно, в каком из поколений, в какой период времени и кем конкретно была создана эта кармическая задача. Ясно одно, что в этот момент был создан дефицит энергии чистой жизненной, родовой, божественной. И это повлияло на дальнейшее развитие ваших предков. Давайте восстановим эти неровности и шероховатости путем посыла в эту зону синей родовой энергии, которую вы заполнили все свое пространство. Сконцентрируйте свое внимание на первой попавшейся вам неровности либо темности по ходу чистого белого столба. Заполните эту неровность, отшлифуйте ее, замените темный цвет на тот синий, который сейчас находится вокруг вас. Просто переместите ту чистую, родовую, сильную энергию синего цвета в неровность белого столба. Делайте это спокойно, с позволения вашего, на любой удобной для вас скорости. Сглаживайте неровность. Шлифуйте шероховатости и встраивайте синий цвет в этот белый столб. Этот белый столб символизирует линию жизни всего вашего рода, в ряд которого вы воплотились в этой жизни. Поднимайтесь еще выше и сделайте то же самое с очередной неровностью или темностью, которую вы встретили по ходу родового белого столба. Сделайте его чистым, ровным, светящимся, заменяя все то, что там не должно быть, чистой родовой синей энергией. Вы можете встретить несколько таких неровностей, либо очень много. Если родовой столб достаточно загрязнен, и на всем его протяжении имеется очень много ненужных встраиваемых ресурсов, это говорит о том, что имеется достаточно большое количество кармических родовых задач. В таком случае не торопитесь. За одну практику отрабатывайте 2, максимум 3 такие неровности. Ваше терпение и дисциплина дадут большой задел к очищению родовых кармических задач. Вы можете отрабатывать все неровности и шероховатости, заполняя ее родовой энергией до тех пор,
пока все пространство синей родовой энергии, которую вы сгенерировали в самом начале, не кончится и не потратится на восстановление энергии рода, которая проецируется в чистый белый столб. После этого, как вы все закончили, отшлифовали, постепенно можете убрать руку со своего плеча и медленно, спокойно вдохнуть. Сделайте плавный выдох. После того, как вы все закончили, наполните себя извне, отовсюду, со Вселенной, со всех стихий, со всех сторон, чистым белым светом. Ведь все, что вы сейчас потратили, вся та родовая энергия, которую вы сгенерировали и направили на очищение родовых кармических задач, должна быть восполнена. Наполняйте себя белым светом, чистым, нейтральным, необходимым. Представьте, как с боков к вам вступает белый свет. Представьте, как он наполняет вашу спину, наполняет вас спереди, наполняет всю вашу голову. И по мере наполнения вы начинаете излучать свет. Наполняя себя белым светом, вы начинаете светиться. Наполните себя полностью, чтобы каждая часть вашего тела, каждая клетка изнутри и снаружи была чистой, белой и восполненной. Обращая внимание на своих родовых предков и на линию жизни всего вашего рода, вы наполняете их энергией. Не даете им то необходимое для эволюции и личностного роста, которое им очень нужно, чтобы развивались вы и все ваше пространство. Наполняйте себя до комфортного ощущения легкости, блаженства и счастья. В состоянии наполненности вслух или мысленно пожелайте всем счастья. Каждой клетке во Вселенной, каждому атому, каждой душе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Поблагодарите ваш род за то, что вас ведут, направляют, корректируют, подсказывают, делают многие вещи, которые вы физически не можете ощутить, но ощущаете это своей душой. Благодарю, благодарю, благодарю.
Поблагодарите все те энергоструктуры, которые распределяют энергию в самое нужное место. Поблагодарите Вселенную за то, что направляет энергию в нужное русло, ограждает вас от ненужной и дает только необходимую. Ведь вы получаете ровно ту энергию, которую заслужили и можете вынести. Благодарю, благодарю, благодарю. С чувством благодарности и наполненности чистой жизненной энергией сделайте вдох и выдыхайте. Медленно откройте глаза и не шевелитесь. Ощутите пространство вокруг себя и глубокое чувство радости. Я желаю вам счастья. Я желаю вам счастья. Я желаю вам счастья.